has ended. Глубоко внутри ты знал, что мы все умрем. Пацифизм, как идеология отказа от насилия, зародился еще в глубокой древности и за прошедшие тысячелетия почти не изменился по своей сути. В разные эпохи идеями пацифизма вдохновлялись Шарль Монтескьё, Эрих Мария Ремарк, Стэнли Кубрик и даже Кодзима, ведь серия Metal Gear — это одно из ярчайших антивоенных высказываний в развлекательной индустрии. Но одно дело быть пацифистом на словах, донося идеологию через повествование, и совсем другое — применять идею отказа от насилия на уровне геймплея и игровых механик. Оба подхода важны и нужны. В этом видео мы хотим рассмотреть пацифизм через призму видеоигр. Какие игры строят на принципе ненасилия геймплей, а какие имеют завуалированный пацифистский смысл? Как нежелание игроков убивать NPC повлияло на игровые механики и как классические RPG наказывали за бездумное насилие? С вас лайк, подписка и шер, с нас ответы на все вопросы. Погнали! Видеоигры — это насилие и разрушение. Да, есть гонки, есть спортивные симуляторы, есть безобидные и умиротворяющие Animal Crossing и Stardew Valley, или, простите, Candy Crush Saga. Тысячи игр не имеют никакого отношения к убийствам и разрушениям, но в представлении стороннего обывателя классическая видеоигра — это все-таки шутер. Давайте-ка пройдемся по популярным игровым сериям: GTA, Call of Duty, Halo, Battlefield, The Elder Scrolls, Assassin's Creed, Mass Effect, Dishonored, Deus Ex, Gears of War, Fallout. Этот список можно продолжать еще долго, и чуть позже мы остановимся на конкретных примерах. Между перечисленными сериями существуют принципиальные жанровые отличия. Их действия происходят в разных вселенных и эпохах. Они рассказывают очень разные истории, но кое-что их все-таки объединяет. В них можно и нужно убивать. Половина этого списка предлагает компромиссы, и некоторых сюжетных персонажей можно пощадить. И лишь единицы позволяют пройти игру, вообще не совершая убийств. Так почему большинство игр делает акцент на убийство и уничтожение, а не на дипломатию и созидание? Простой ответ — разрушать проще, чем создавать. Ну, как в той песне: нажми на кнопку, получишь результат. Бум, все просто. Ломать не строить, подниматься не спускаться и так далее. Еще одна причина кроется в особенностях нашей психики. Столкнувшись с подобной жестокостью в реальности, мы потеряем рассудок. Это ты во всем виноват! Прекрати, Лугу! Это да! Он не у нас не было выбора! Он превратил нас в долбанных убийц! Хватит, сержант! Нет! Нет! Возьми себя в руки, понял? Мы пойдем дальше. Но поскольку психика разделяет реальное и виртуальное, мы не переживаем игровое насилие настолько сильно, как реальное, но оно все еще является мощным стимулятором. Как бы гротескно это ни звучало, психике свойственно воспринимать любые возбудители как развлечение. Насилие возбуждает, психика радуется. Так уж мы устроены. Кто-то ведь должен заставить врага бояться темноты. Мы пачкаем руки, а мир остается чистым. Такая идея.
Все знают, что Бэтмен не убивает преступников, а ловит их и сажает в Аркхем. В старых комиксах Брюс Уэйн был довольно жестоким и не чурался насилия, но с приходом популярности Бэт стал более миролюбивым. Человек-паук вроде бы тоже предпочитает ловить плохих парней и передавать их в руки полиции. Тем не менее, оба героя довольно условные пацифисты, ведь перед поимкой они беспощадно калечат преступников, но никогда их не убивают. И если в случае с Темным рыцарем это может вызывать противоречия, то уж дружелюбного соседа точно невозможно представить жестоким маньяком. Со стороны этих двоих тем более странно вершить казни, ведь оба героя постоянно сотрудничают с органами правопорядка. В серии игр Аркхем Бэтмен использует внушительный арсенал нелетального оружия, а в Arkham Knight на Бэтмобиле вообще установлена пушка, которая стреляет, опять же, нелетальными снарядами. Отказ Бэтмена от убийств не раз приводил к печальным последствиям как для Готэма, так и лично для него. Та же история с Человеком-пауком. Попробуйте в Marvel Spider-Man сбросить врага с высоты и посмотрите, что будет. Он волшебным образом приклеится к ближайшей поверхности. Hey Yuri, I caught the bad guys. But what? you might want to bring a ladder. У Паука тоже арсенал хоть куда. Электрическая паутина, бомбы, даже дрон, ведущий автоматический огонь по врагам. Правда, тоже чем-то нелетальным. В общем, никаких убийств. Поэтому героям раз за разом приходится ловить одних и тех же злодеев, потому что вместо того, чтобы просто прикончить их, они отдают их в руки закона, и те попадают в тюрьму. Правда, потом они сбегают оттуда, а герои, глубоко вздыхая, снова бросаются спасать город от зла. Так почему нельзя просто прихлопнуть проклятых ублюдков и дело с концом? Потому что насилие рождает насилие. И герои, как никто другой, хорошо это понимают. Именно это и отличает их от злодеев. Убив злодея, герой сам станет злодеем. Однако, эта парадигма не решает простого противоречия. Если бы герои все-таки убивали злодеев, они смогли бы спасти больше жизней и предотвратить будущие преступления. Но современному обществу, построенному на гуманизме, такой путь не близок. Разумеется, мы понимаем, что на самом деле герои комиксов не убивают преступников из-за возрастных рейтингов и ограничений со стороны издателя, что, однако, не мешает нам рассмотреть их действия через призму идеологии пацифизма. Я хотел вас спасти. Глубоко внутри ты знал, что мы все умрем. Некоторые игры вполне успешно мимикрируют под классические милитари-шутеры, но имеют в своей основе мощное высказывание. Spec Ops: The Line, на первый взгляд адекватные действия главного героя под управлением игрока, приводят к ужасающим последствиям. Герой переживает глубочайший шок от содеянного, вместе с ним потрясение испытывает и игрок. Mass Effect позволяет убалтывать некоторых врагов, чтобы сохранить им жизнь, что, разумеется, требует прокачки. Если красноречие у вас бьется об дно, придется замарать руки в крови. Игра как бы сама прямым текстом говорит: мирный путь сложнее, просто убей. Именно классические RPG впервые предложили игроку возможность ненасильственного пути. Не хочешь убивать? Не убивай. Ну, то есть какое-то количество врагов тебе прикончить придется, но в целом выбор есть. И это еще одна вещь, о которой говорят игры. Не обязательно сразу хвататься за оружие. Ты можешь выбрать. Стой, куда ты? Ну ты и Соня. Как тебя зовут? Ну, тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Моровинд. В культовый Моровинд у ключевых персонажей не было сюжетной брони. Убить можно было абсолютно любого. Однако при убийстве квестового NPC, играющего роль в глобальном сюжете, игра зловеще сообщала игроку, что он совершил роковую ошибку и продолжение его приключения не имеет смысла. Решил развлечения ради вырезать целый город? Готовься отвечать за последствия. Hitman и Assassin's Creed, в которых главные герои так и вообще являются наемными убийцами, также есть штрафы за невинные жертвы. Потому что герои не просто убийцы, а благородные убийцы, поэтому и убивать им можно только тех, кого надо по сюжету. Абсурдно, но факт.
Fallout и Deus Ex позволяют пройти игру, никого не убивая, хоть и с некоторыми оговорками и исключениями вроде боссов. Здесь вы можете щадить не только сюжетных персонажей, но и бравых безымянных парней, которых игра бесконечно спавнит на вас в боевых участках. Но самая абсурдная история про насилие видеоигр — серия Postal. Эти игры просто апофеоз насилия. Однако Postal 2 можно пройти без единого убийства. Вероятно, наиболее изящный выход из ситуации с убийствами в шутерах — это использование транквилизатора. У него абсолютно такая же игровая механика, как у любого другого игрового оружия, это стрельба, но исход для противников благоприятный. Этим в свое время воспользовался Кодзима, добавив в арсенал Снейка в Metal Gear Solid 2 бесшумный усыпляющий пистолет. Хидео вообще был одним из пионеров отказа от насилия, потому что еще в 8-битной Metal Gear можно было пройти без убийств. Ну, не совсем без убийств. Во всех частях Metal Gear все-таки была необходимость убийства боссов, но заметно, как Кодзима шел по нисходящей. Уже в МГС 2 было 2 обязательных убийства, в МГС 3 всего одно, ну а 4-ю часть можно было пройти вообще никого не убивая. War has changed. Our time has ended. Our war is over. Несмертельное обезвреживание хорошо прижились в стелс-играх и особенно в Immersive Sim'ах. Те же Deus Ex и Dishonored позволяют бескровное прохождение. Хотя оно и дается значительно сложнее, Dishonored поощряет миролюбимого игрока положительной концовкой. Шутеры в этом плане тоже не отстают от полезного тренда. Например, в Metro Exodus количество убитых врагов тоже прямым образом влияет на концовку. Однако, если вы считаете, что навредить можно только оружием, это не так. Порой слово ранит сильнее ножа, что наглядно демонстрирует Disco Elysium. В игре вообще нет боевой системы, и редкие опциональные сражения происходят в диалоговом окне. Неосторожно брошенная фраза может привести к тяжелым последствиям. Поэтому в Disco Elysium нужно сначала думать, а потом говорить. Прям как в жизни. The world turned against us, yet we survived. We brought heat to our homes. We healed our sick. We fed our children. Вкладывают ли разработчики какие-то особые послания в свои игры? Не всегда. Какой месседж у серии GTA, которая буквально упивается насилием и разрушением? Ведь именно в этом и есть причина ее популярности. Ну, помните, быстрый и эффективный возбудитель психики. Игрок получил приток эндорфина и поднял настроение в моменте. Другое дело, упомянутый выше гений. Жизнь и смерть вообще одна из важнейших тем творчества Кодзимы. Death Stranding на концептуальном уровне возводит эту идею в абсолют. Игра всячески стимулирует игрока не использовать летальное оружие и проходить игру либо скрытно, либо просто вырубая врагов. А как иначе существовать в мире, где одна смерть может уничтожить целый город? Перед тобой откроется целый мир. Сможешь отправиться куда захочешь. Хоть на Луну. В конце третьей части МГС Снейк буквально заново сталкивается со всеми, кого убивал в ходе выполнения миссии. Поэтому чем меньше убийств совершил игрок, тем меньше призраков своих врагов он встретит в финале. С Death Stranding все более-менее понятно, путь ненасилия в ней очевиден и прозрачен. Жизнь – величайшая ценность в мире игры. Но что с Metal Gear? Какой пацифизм может быть в игре, где все персонажи – ветераны многочисленных войн, шпионы, двойные и даже тройные агенты, привет Оцелот, и вообще руки у всех по плечи в крови? Биг Босс, каким бы жестоким и расчетливым он не был, является жертвой войны. Он прошел тяжелый путь, стоивший ему всего. Война – его ремесло, он попросту не умеет делать ничего другого. Он, как и многие другие ветераны войн, не смог найти покой в мирной жизни. Именно поэтому он создал государство наемников Outer Heaven, где военные могли жить привычной жизнью и чувствовать себя в своей тарелке, даже если это означало продолжение насилия и участие в новых войнах. Со временем взгляды босса на проблему менялись, пока в конце концов он не пришел к идее принуждения к миру силовым способом. Обладая непревзойденной огневой мощью Metal Gear, несущего на себе ядерное оружие, и под угрозой его использования, мир откажется от войн. Биг Босс точно не положительный герой. Другое дело Solid Snake. Справедливый, порядочный, однозначный хороший парень. Его точка зрения отличается от мировоззрения босса. Снейк считает, что мир должен быть достигнут только путем полного разоружения. Оба героя преследуют одну цель, но пути ее достижения у них принципиально разные. Кодзима аккуратно доносит свои идеи через призму разных идеологий.
Вместо того, чтобы сразу дать ответ на вопрос и прямо заявить игроку очевидные вещи, что оружие это плохо, война это плохо, мир это хорошо, автор показывает взгляды разных персонажей и предлагает игроку самостоятельно сделать выводы. Кодзима даже проводил целые пацифистские ивенты внутри онлайн-режима МГС-5, призывая игроков провести всеобщее ядерное разоружение. К сожалению, ивент не окончился успехом. Несколько лет назад игроки на PS3 смогли таки достичь разоружения в пределах платформы, но о повсеместном разоружении онлайна речи не шло. How long the world remains nuke-free is up to us. Will this moment persist? Or will human ambition cast us into the flames once more? А недавно игроки обнаружили, что полного разоружения невозможно достичь из-за внутриигровой аномалии. В игре неожиданно нашлись буквально ничейные ракеты, от которых просто невозможно избавиться. Обращения в Konami не принесли результатов, компания систематически игнорирует эту проблему. Возможно из-за конфликта с Кодзимой, а возможно из-за безразличия к серии в целом. Игроков давно будоражат слухи о секретной 3 главе сюжета, которая как будто должна открыться игрокам как раз после полного ядерного разоружения. Вероятно, эти слухи не более чем слухи. Тем не менее, изучив игровые файлы, датамайнеры все-таки нашли в них упоминание загадочной 3 главы. Желанная, но совершенно недостижимая 3 глава должна была называться «Мир». Пацифизм в видеоиграх продолжает развиваться. Undertale и Disco Elysium учат нас тому, что выбор есть всегда. Metal Gear несет в себе мощное пацифистское высказывание, а This War of Mine буквально показывает, что бывает, когда люди не успевают вовремя остановиться. Даже если геймплей игры основан на боях, примеры Deus Ex и Dishonored позволяют отказаться от насилия. Ну и не забываем о шутках про лудонарративный диссонанс в серии Uncharted, когда хороший парень и искатель приключений Нейтан Дрейк оставляет после себя буквально 1000 трупов. Можно подумать, что это игры мягко подталкивают игрока к мирным решениям, но геймеры и сами регулярно устраивают челленджи с бескровными прохождениями игр, которые не очень-то для этого предназначены. Например, в Manhunt, которую совсем без убийств по понятным причинам пройти просто нереально. Но и тут игроки попытались хотя бы свести их количество к минимуму. Аналогичные челленджи были и в Punisher, и даже в старой доброй готике. В ней игрок либо пробегал мимо, либо стравливал NPC между собой. Главное, самому не заморать руки. И пусть игровой мейнстрим не сможет отказаться от насилия и быстрых удовольствий, связанных с убийствами и разрушениями, инди-студии давно поняли, что это не единственный возможный путь. Индустрия развивается, а вместе с ней развиваются и идеи о мире и созидании. Ведь человек создан для того, чтобы творить, а не разрушать. Спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментах, если считаете, что мы незаслуженно упустили какие-то игры или какие-то важные смыслы. Подписывайтесь на канал и делитесь видосом. До встречи в новых видео. Пока. Знаете, капитан, мы искали вас по всему городу. Мы все видели. Позвольте спросить, как вы смогли пройти через все это? Я и не смог.